Всем привет! Как вы, возможно, знаете, компания Nadea проводит курсы по подготовке разработчиков, которые мы называем «Качалка». И мы являемся выпускниками этой качалки. Мы уже влились в дружную семью Анадея. И в рамках своего курса мы подготовили для вас игру, О правилах которой мы вам сейчас и расскажем. Мы предлагаем сыграть вам в игру под названием «Хексагон». В ней игровое поле состоит из ячеек, представляющих собой правильные шестиугольники. Для игры используются фишки двух цветов – красные и синие. Изначально в угловые ячейки помещаются по 3 фишки каждого цвета, поочередно. Также на доске вы можете видеть фишки белого цвета. Это так называемые камни, ходить на которые нельзя. Желтым цветом отмечены свободные ячейки. Ход игрока заключается в следующем. Игрок выбирает фишку своего цвета и пустое поле, в которое он ходит. Доступны два типа ходов. Первый назовем размножением. Ходить можно из любой своей ячейки в пустую соседнюю. Этим ходом в целевую ячейку помещается новая фишка игрока. Старая остается на месте. Второй тип хода – прыжок. Любая ваша фишка может перепрыгнуть через одну ячейку в свободную, в том числе через камни. При этом в целевой ячейке появляется новая фишка игрока. Старая исчезает. Количество прыжков ограничено, с целью предотвратить бесконечное затягивание партий игроками. За каждое 2 размножения игрок получает дополнительный прыжок. В начале игры все 3 фишки игрока считаются выставленными с помощью размножения. То есть изначально игрок имеет 1 прыжок и следующий получит после первого размножения. В каждый момент времени количество доступных прыжков предоставляется игровым сервером. В онлайн-игре количество доступных прыжков можно увидеть в левом верхнем углу. Фишки противника, которые граничат с полем, в которое был сделан ход, захватываются. То есть меняют свой цвет на цвет фишек игрока. Игроки ходят по очереди. Если в свою очередь игрок не может походить в соответствии с правилами, он пропускает ход. Игра заканчивается, когда ни один из игроков не имеет доступных ходов. Побеждает тот игрок, чьих фишек на доске больше. В случае равного количества фишек признается ничья. Чтобы попробовать игру на вкус, вы можете сыграть в онлайн. В онлайн-игре ход осуществляется с помощью перетаскивания мыши в целевую ячейку. А сейчас немного о том, как организованы соревнования. Вы должны написать бота, умеющего играть в описанную игру. Ваш бот должен представлять собой JSON API веб-сервис. Игровой сервер генерирует карты, сводит ваших ботов в боях друг с другом, следит за соблюдением игровых правил во время боя и, конечно же, начисляет призовые очки. IT-дуэль организована в виде турнира, разбитого на раунды. В рамках раунда каждая команда сыграет по одному матчу с каждой командой города. Чтобы обеспечить равные шансы, в рамках одного матча пара ботов играет на одной и той же доске 2 раза, чтобы каждый из них мог сделать первый ход. Исход матча выводится из количества побед в этих 2 играх. После матча командам начисляются очки. Их количество зависит от положения соперника в ладере. Это сводный рейтинг ботов. 4 очка за победу над соперником выше по ладеру, 2 очка за победу над соперником ниже по ладеру и 1 очко за ничью с соперником выше по ладеру. Затем эти очки умножаются на коэффициент, зависящий от размера доски. Чем доска больше, тем больше коэффициент. Как видно, догоняющие команды набирают очки в 2 раза быстрее, чем команды, которые лидируют. Каждый из городов – Гродно, Днепр и Минск – будут сражаться в своей собственной игровой песочнице. Призы получат сильнейшие 3 команды в каждом городе. Также в конце турнира 3 сильнейшие команды по городам сразятся за суперприз. Будьте внимательны! На протяжении турнира в игровом мире будут происходить различные события.
Например, будут появляться новые типы игровых полей. Как уже было сказано, правильный бот представляет собой веб-сервис, отвечающий на HTTP-вызовы правильным образом. В запросах PostPat и Delete, помимо ID, в теле запроса будет приходить JSON. А отвечать нужно также JSON, заголовком Content Type Application JSON. Запрос POST, начало игры. В теле запроса будет приходить JSON с ключами ID, идентификатор игры. First turn, будет ли бот ходить первым. Training придет со значением true, если вы играете со своим ботом онлайн. Jumps содержит количество допустимых прыжков. Например, ключ 1 со значением 2, ключ 2 со значением 3. Означает, что игрок цвета 1 может прыгнуть 2 раза, игрок цвета 2 может прыгнуть 3 раза. И board, собственно, игровое поле, содержащее информацию о размере, то есть size, и массив cells. Элементы массива cells соответствуют строкам игрового поля. Обратите внимание, что каждая вторая строка игрового поля сдвинута вправо на половину гекса. Ячейки элемента со значением -1 являются камнем, туда ходить нельзя. Элементы со значением 0 являются пустыми, туда ходить можно. Со значением 1 содержит фишку цвета 1, со значением 2 содержит фишку цвета 2. Первым всегда ходит цвет 1, а отвечать нужно статусу. Запрос get, запрос вашего хода. Кроме ID в URL в качестве get параметра придет color, цвет, которым вам предлагается походить. Сервер автоматически пропустит ваш ход, если у вас нет допустимых ходов. Таким образом, если вы получили этот запрос, у вас есть хотя бы один допустимый ход, который вы обязаны сделать. Отвечать нужно статус SOC, move from с координатами, откуда вы собираетесь идти, move to с координатами, куда собираетесь походить. Очень важно, не стоит учитывать этот запрос модифицирующим. То есть вы смогли ответить на этот запрос, но не нужно изменять состояние игрового поля в рамках текущего эндпоинта. Итак, запрос put. Вместе с запросом к вам приходит информация об изменениях игрового поля вследствие вашего хода или хода вашего противника. Кроме ID в URL, в теле запроса приходит JSON с ключами. Ключ jump, такой же, как и в методе post. Он содержит обновленную информацию о количестве доступных вам прыжков. Ключ changes – это список изменений игрового поля. Он представляет собой массив подмассивов. Каждый подмассив – это изменившаяся ячейка. Первые два значения в подмассиве – это координаты ячейки. Третье – это старый цвет и четвертое – новый цвет. Отвечать на запрос put нужно статус OK. Запрос delete означает, что игра завершена. В этот момент сервер ожидает от вас ответа только статус OK. Давайте рассмотрим очередность запросов от сервера во время игры. Допустим, игровой сервер свел в матче Team 1 и Team 2. Он сгенерировал доску и выбрал, кто будет делать первым ход. Допустим, первым делает ход Team 1. Игровой сервер отправляет запрос post на Team 1, затем отправляет запрос post на Team 2. После этого get запрос идет к Team 1 и запрос put идет к Team 1. После этого запрос put получает Team 2, запрос get получает Team 2 и снова запрос put получает Team 2. И так далее, пока не получит запрос delete каждая команда. После завершения первой игры запускается на той же карте игра 2, только ходит Team 2 первой. Она получает запрос post 1, потом получает запрос post Team 2, после этого get получает Team 2, put получает Team 2 и так далее, пока не придет запрос delete. Вам также следует учитывать несколько важных пунктов. Первый. Время ответа бота на запрос ограничено 1 секундой. Второе. Следует учитывать, что игровой сервер просчитывает сразу несколько игр в параллельном режиме. То есть ваш бот будет опрашиваться сразу по нескольким играм. Для того, чтобы равномерно распределить нагрузку на ботов, игровой сервер планирует просчет матчей в раунде в случайном порядке. И наконец, любой некорректный ответ бота на запрос, например, недопустимый ход, неверный формат ответа, превышение тайм-аута, немедленно приводит к поражению в текущей игре. Игровой сервер не оповещает бота о некорректности его ответа. Вместо этого он засчитывает боту поражение
немедленно заканчивает просчет игры и рассылает обоим соперникам delete запрос. Это поведение можно использовать, к примеру, как косвенный признак недопустимости хода. В этом случае после get запроса бот немедленно получает delete, а не ожидаемый put. Окончание обратного отсчета символизирует начало турнира, и вам станет доступен игровой веб-интерфейс. Прежде всего, необходимо выбрать игровую песочницу. Команда открытого турнира найдет свое название в одной из песочниц – Гродно, Днепр, Минск. Команды, состоящие из сотрудников Анадея, найдут себя в internal песочнице. Топ-3 команд из открытого турнира будут перенесены в песочницу «Финал» в конце игры, чтобы сразиться за суперприз. В правом верхнем углу страницы идет обратный отсчет до следующего игрового события. Кликнув на счетчик, можно увидеть, какие события уже произошли. Ведущий выдаст каждой команде карточки с токенами входа в систему. Выбрав песочницу, в которой вы участвуете, введите токен в форму. У вас появится новый элемент меню «Моя команда», на странице которой будут инструкции по деплою вашего бота. Держите в секрете ваш токен входа и IP-адрес вашего дроплета, во избежание, к примеру, DDoS-атаки на вашего бота во время турнира. Чтобы попробовать игру на вкус, поиграйте онлайн с тренировочным ботом. Если вы уже ввели токен команды, у вас появится возможность поиграть онлайн со своим ботом. Это может быть полезно для отладки его поведения. В логах бота онлайн-игры можно различить по параметру Training True в пост-запросе. В онлайн-режиме ходы осуществляются с помощью перетаскивания вашей фишки в пустое поле в радиусе 2 ячеек. Не забывайте, что ходы типа «Прыжок» ограничены. На странице ладдера можно следить за текущим положением команд в турнирной таблице. Кликнув на название команды в ладдере, переходим на страницу команды. Здесь можно в реальном времени следить за динамикой набора очков, а также проследить за результатами матчей в текущем раунде. Выигранные матчи помечаются зеленым цветом, проигранные – оранжевым, ничейные остаются серыми. Также здесь можно видеть, сколько очков и какой команде начислится по итогам матча, и результаты игр в матче в формате победитель игры, в скобочках фишки первой команды, фишки второй команды. В случае, когда игра была остановлена из-за некорректного ответа, в результатах игры указывается причина остановки. Приведенный ниже пример надо понимать как команда 222 победила в обоих играх матча потому, что команда TES-2 в каждой игре попыталась сделать недопустимый с точки зрения правил ход. Очки всем командам начисляются одновременно по завершению раунда. Строки результатов игр в матче кликабельны. По нажатию на них открывается страница с реплеем данной игры. Просмотр и вдумчивый анализ своих и чужих реплеев есть путь к победе. Всем привет, меня зовут Сергей, я имел честь быть куратором в упомянутой выше качалке. Благодарю своих выпускников за описание правил игры. От себя хотел бы добавить несколько советов о том, как в ней побеждать. Первым хорошим действием будет выбор подходящей для вас заготовки для бота и насколько возможно быстрый ее деплой. Каждая заготовка способна корректно отвечать на все запросы игрового сервера, каждая заготовка умеет делать хотя бы один правильный ход, соответственно вы немедленно начинаете набирать очки, выигрывая у команд, которые еще не задеплоились и которые будут вам проигрывать из-за отсутствия соединения. Следующим хорошим действием будет программирование логики вашего бота, чтобы он был способен довести игру до конца, ни разу не нарушив правила. Вы сразу начинаете выигрывать у команд, которые так не умеют и делают некорректные ходы. И лишь на третьем этапе стоит попытаться реализовать что-нибудь из более высоких материй. Уже совсем скоро начнутся игры между ботами. Я желаю всем удачи.